Подмороженные, замороженные, перемороженные или орхидеи в глубокой заморозке – тема сегодняшнего видео на канале «Классика орхидейного жанра». Привет, друзья! На календаре конец ноября, а это значит, что все больше и больше орхидей будут приобретаться нами вот в таком состоянии, в состоянии поврежденных холодом орхидей. Но сегодняшнее видео будет не тем рядовым видео, в котором я сразу рассказываю, что нужно делать, а чего делать не нужно. Сегодняшнее видео будет очередным уроком нашей орхидейной онлайн-школы. Что это за онлайн-уроки и кто может принять в них участие? Поприсутствовать на уроке и позаниматься после урока может каждый, кто захочет это сделать. В чем смысл этого практического занятия? От зрителя, который не может справиться с какой-либо проблемой, на канал поступает видеоматериал. Из него мы получаем исходные данные, с которыми будем потом сообща работать. Зрители, имеющие практический опыт, отвечают на вопросы из видео в комментариях под ним. Начинающие любители орхидей, которые не могут поделиться своим опытом, просто читают комментарии, о чем сообщают, написав фразу «Читаю комментарии». На следующий день или через день после выхода этого видео я делаю второе с разбором и анализом всех существующих проблем. Каждый, кто поделится своим опытом в комментариях, внесет вклад в улучшение жизни орхидей на всей планете. Итак, запрос на видео о замороженных орхидеях поступил на канал 4 дня назад от Анны из Магнитогорска. И звучал он так: как реанимировать замороженные орхидеи после пересылки. Степень заморозки разная, от кончика листа до орхорая. А теперь внимательно изучаем исходный материал. Здравствуйте, дорогие подписчики канала и наша всеми любимая Наталья. Передаю вам привет из снежного Магнитогорска. Это Южный Урал, но по погоде он у нас вообще не южный сейчас. У нас второй день валит снег, и вчера было солнечно с утра. Думала, сегодня буду записывать видео и тоже будет солнечно, но погода подумала иначе. Поэтому сегодня буду записывать вам видео с помощью фитолампы. Она почти солнечный свет дает. И вот с таким вот помощником, который никак не хочет уходить, потому что на улице летают птички. Я надеюсь, что сейчас я ей буду мешать, и она все-таки уйдет. Речь у нас сегодня пойдет вот об этих 4 бедных и несчастных растениях, которые были заказаны с осознанием риска, что, возможно, они немного подмерзнут. Но почта, к сожалению, в этот раз сработала немножко некорректно, потому что посылка почти доехала до дома и решила вернуться обратно. То есть растения дважды ездили туда-сюда. Ну и, соответственно, они отлично так подмерзли. Все проходит на фоне домашних растений. И решила показать полный распуск. Сорт Вайли. Очень красивый сорт с блеском золотым, который не передает камера. Почему показываю цветущее растение? Потому что благодаря Наташиному каналу наконец-то что-то дома начало цвести. До этого все покупное, подаренное отцветало и погибало от сгниения корней и так далее. А сейчас, благодаря дырочкам, здесь они маловаты, но мы ждем пересадки, подсветки, опрыскиванию, купанию и вот таким вот соседям в горшочках. Все это благодаря знаниям, которые дает нам Наталья. Теперь дома все растет, цветет. Но пока в полном распуске только эта красавица. Итак, первое растение, которое пришло в более-менее лучшем состоянии, это вот Pink Lady. Здесь вот один такой лист. Это все, конечно же, было мокрое. Ну, не то, что мокрое, надутое. Сейчас все это подсохло, прошло 4 дня после того, как я забрала посылку. На этом листе
кончик подмороженный. И слегка вот здесь. Шея здесь, ну, вроде бы как все хорошо. Пока я не вижу чего-то критического, но по этим растениям, собственно, и пока непонятно, что будет дальше. Пока лист не снимаю, но вот там вот видно, что она вроде как собиралась цвести. Вот уж не знаю, выпустит, не выпустит. Пока растение вот в таком состоянии. Не поливала, не как бы старалась не увлажнять. Один раз прям по 2 капли через пипетку накапала, чтобы совсем они не высохли. Это вот Pink Lady. Это самая счастливица, которой, можно сказать, повезло больше других. Посторонних пятен не видно. Надеюсь, это мадам будет жить. Следующее покрупнее растение. Сорт очень красивый, бордовый, с белой губой. Дарма. Очень его хотела, увидела, сразу решила заказать. Помощник поела и решила снова прийти. Ну ладно, будет фокусироваться лучше. У нее больше листьев, но каждый лист поврежден. Каждый лист с отеками. То есть это тоже было все надутое. Сейчас все высохло, выглядит вот так. Здесь еще и корни подмерзли. Этот вообще сухой. Ну, вот здесь вот еще более-менее живое. Все листья вот такие. Пока ничего не обрезала, не резала, не мазала, ничем не обрабатывала. В точке роста вроде как все хорошо. С шеей тоже относительно все в порядке. Тут тоже все вроде. Вот эти корни тоже все были надуты сначала. Сейчас все высохло. Внутри влага, тоже 2 капли. Похоже, что ничего корни эти не берут воду. Здесь вот какая-то черная серая гниль. Тут корни тоже все гнилые. Мох пока не потрошила, не знаю, что там внутри. Я думаю, что у этой мадам тоже есть все шансы. Надеюсь, что будет жить. Красотка. Следующий сорт — это Little Gemstripes Charming Ватсава. Ей повезло меньше. У нее лист целиком в пятнах. Этот почти весь. Но у нее хоть и корни выглядят более-менее ничего так нормальными. Вот этот подсох. Я думаю, что он потом отварится. Здесь с корнями тоже все хорошо. Тоже получила 2 капли. Вот эти прям хорошенькие корни, но вот эти, скорее всего, сгниют, потому что они темно такого цвета, серого. И вот тут начинает появляться, вон, видно одну крапинку плесени. Но у нее на шее вот такие вот пятна. Не знаю, как вот здесь какое-то вот видно, кольцо темное. На ощупь все не мягкое, потому что, скорее всего, уже все прям подсохло. Здесь вот тоже видно на листе прям. Это, я думаю, что тоже будет сохнуть. И здесь на шее тоже. Я надеюсь, что это все-таки на листе и что точка роста не повреждена. Но это уже прям совсем. Тут вот еще темное пятно на шее есть. Это прям совсем конкретные реанимашки. Очень жалко. Прям вот видно, что здесь тоже он такой жесткий, как будто уже не живой. Вот это я не знаю, удастся вообще спасти или нет. Но будем надеяться на чудо. И последняя несчастная. Тако. Она умершая,
скорее всего. Листья вот такие, знаете, как балоневые куртки. И когда она пришла, она была такая вот прям реально надутая. Я все думала, с чем сравнить. И вот эта мысль пришла сейчас, что реально как балоневая блестящая куртка. Все листья вот такие были. Но это, я думаю, что тут нет ничего живого. Корни все сухие. В стаканчике корней нет вообще. Возможно, они остались живые внутри, пока не потрошила. Дает надежду. Вот здесь вот салатовый такой цвет шеи. Камера не передает этого цвета. Но я думаю, что даже пока не хочу отрывать, не хочу лишать себя последней надежды. Но я думаю, что это все. Но чем черт не шутит, правда же? Возможно, это вот такой вот у меня ушастик, и он выживет. Но я думаю, что нет. Скорее всего, вот как посылка лежала, этот был с самого края, тот, которого я показывала вам первого, он был с другого края. И вот так она, скорее всего, подморозилась. Ну, тут даже особо показывать вообще нечего. Итак, исходные данные для практического задания получены, а теперь список вопросов, на которые нужно ответить в комментариях. Какие орхидеи из представленных подлежат восстановлению или возрождению? И второй вопрос. Каков алгоритм реанимационных мероприятий для начинающих в случае, если они купят или получат орхидеи в замороженном состоянии? Я по-прежнему прошу ответы друг у друга не списывать. И не забывайте отмечать свое присутствие на онлайн-уроке в комментариях, даже если вы не можете ответить на поставленные вопросы. Просто напишите «Читаю комментарии». А теперь я напомню вам, что 12 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите принять участие в обсуждении практического занятия, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.